Друзья, всем привет! Это очередной выпуск на канале Goodwood. Очень многие пишут в комментариях, что я пытаюсь кому-то что-то впарить. Какие-то деревянные дома я всем впариваю. Я тут недавно узнал, при записи этого ролика, кстати, что наша компания потребляет кирпича больше, чем все строительные компании. Имеется в виду не сам кирпич, а керамические блоки. На сайте у нас этого нет, но иногда мы этим занимаемся. Я посчитал, это в среднем, получается, мы покупаем 100 тысяч кубов в год. Это приблизительно, наверное, домов на 5-10 в месяц. На самом деле, данный выпуск посвящен комбинированным домам. Это дома в стиле шале. Низ у них из кирпича, верх из дерева. Поэтому, сами понимаете, раз мы их строим, то мы вынуждены делать и кирпичную кладку. И вообще, мне кажется, выпуск получился очень интересный. Давайте посмотрим. Как тебе загородная жизнь? Это была моя мечта вообще. Плюсы в кучу, какие минусы? За газ тоже нужно платить. Порядка 4 миллионов. Бюджет иссяк. И вот он получился. И если говорить совсем о высоких материях, Мужчина действительно иногда что-то хочет. 3 спальни идеально. Вообще другие ощущения, то есть ей не привыкнуть уже обратно. Ценность такого продвижения, она максимальна. Живите дружно и счастливо, рожайте детей. Стройте дома в Goodwood. Это не агитация. Друзья, вы просили показать, как выглядят наши дома, и мы приехали к одному нашему коллеге в дом. Пойдемте, зайдем, поздороваемся. Антон, привет. Привет. Это Антон, который работает в компании Goodwood уже 7 лет. 7 лет. С 2010 Построил года. 500 Много, домов. очень много. Один из домов, который Антон построил, он построил себе, Да, на себе. самом деле, по проекту КД-225, Да. но немножко увеличенный. Сколько здесь площадь? Внутренняя 180, а так 255. Ну что, покажешь? Как Да, у тебя покажу. получилось? Пойдем. К нам присоединилась супруга Антона Анна. Аня, скажи, пожалуйста, как тебе живется в этом доме? Живется замечательно. Это наша с мужем давняя мечта, которую мы смогли осуществить. И всем советуем. Очень хочется продолжать в нем жить дальше. И в квартиру возвращаться совершенно не хочется. Это не агитация, не надо тут думать. Если вам комфортно жить в квартире, живите в квартире. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно этот дом? Ты же профессионал в этом деле. Ты строил наверняка кирпичных домов кучу, но ты выбрал именно этот дом. Мы долго думали, какой дом выбрать, то есть либо полностью кирпичный, или из кленового бруса. Споров было очень много. Мы выбирали разные проекты, рассматривали, но в первую очередь рассматривали проекты компании Goodwood. Антон хотел дерево, я рассматривала кирпич, потому что мне казались проекты более какие-то интересные кирпича. В момент спора в компании Goodwood выходит проект КД-225. Вот, и это было решением всех проблем, потому что там было и дерево, и кирпич, то есть было все, что нам нужно. Мы начали про него узнавать подробнее, ездить к людям, которые построили уже такой дом, смотрели, вынесли из него все плюсы, минусы и смогли уже это воплотить вот в своем доме. Друзья, вот как раз Аня сказала интересную тему, что данный дом и данный проект позволяет решить конфликт между супругами. Деревянный дом, каменный дом. Упор на красоту, упор на функциональность. Этот дом хорошо позволяет найти компромиссы и сделать как раз оптимальный проект, который подойдет всем. Там обратная ситуация. Там Антон хотел дерево, а Аня хотела камень. Из чего я могу сделать какой вывод? Что мужчина действительно иногда что-то хочет,
либо одно, либо второе. А его жена всегда занимает противоположную позицию, чтобы увеличить накал, так сказать, страстей. Мы обсуждаем дом КД-225 с его создателями. Как этот дом родился, вообще кто его придумал и как идея пришла? Идея пришла, на самом деле, одному из наших ведущих менеджеров. Он предложил, а не сделать ли нам комбинированный дом. А ему, конечно же, идея пришла по запросам клиентов, потому что кто-то говорил, вот не знаем, построить ли нам деревянный дом, а может и каменный, никак не можем определиться. Да и люди сейчас ездят за границу, например, в Альпы, и видят, какие там интересные альпийские шале. Он спроектирован, спланирован таким образом, что учтены по пирамиде Маслоу от базовых потребностей до самых высших. Что касается потребностей в пище, при кухне-столовой предусмотрена терраса, соответственно, люди могут принимать пищу на свежем воздухе, а свежий воздух, как известно, аппетит повышает, улучшает, ну и вообще настроение. Многие люди, особенно живущие в городе, в квартирах, часто страдают бессонницами, не могут заснуть. У нас есть балкон при спальнях, на который можно выйти, подышать свежим воздухом, получить порцию кислорода и спокойно лечь, заснуть крепким сном. Что касается более высоких потребностей, например, потребность в повышении интеллектуального уровня. В доме предусмотрен кабинет. Он на первом этаже находится, в отдалении от всех комнат. Наши заказчики, они все очень высокого уровня и постоянно развиваются, и им обязательно нужно место, где они могут почитать или заняться каким-то саморазвитием. И если говорить совсем о высоких материях, в крыше мы рекомендуем устанавливать мансардные окна. Имея такое окно в крыше, можно наблюдать за звездами. Какие изменения вы внесли? Мы в свой дом, получается, в длину на метр мы его увеличили, ну так как вот тут пространство больше. Потом добавили 3 венца, утепление кровли, 2 балкона, окна чуть-чуть унизили, в принципе, и все. 250 утеплений сделали, крыша мягкая, черепица. Что касаемо внутри, убрали одну спальню, сделали большую ванну и гардеробную. Ну, вы сделали это, можно сказать, идеальное жилье для небольшого количества людей. Да, да, потому что тот нам показался немножко как бы маловато, немножко не вставала кухня и не могли сделать окна вот в пол, как нам хотелось, ну, чуть-чуть пониже. Вот, из-за этого мы сделали вот на метр. Ну и, собственно, помещение стало чуть-чуть побольше. Нам нравится, что второй этаж спальный, там очень хорошо дышится, там очень свежо и очень приятно спать. И первый этаж у нас более квартирный вариант такой получился. Почему люди все не строят такие дома? Зачем строить, например, только кирпичный дом? Сделать хотя бы мансардный этаж, там будет и дышаться получше. Вы, кстати, ощущаете разницу там в воздухе или еще что-то вот на первом этаже и на втором? Безусловно. На второй этаж даже вот гости приходят, поднимаются, и чувствуется вот эта свежесть, чувствуется запах дерева, чувствуется... Да, хотя спустя сколько лет, ну, то есть да, 3 года уже все равно 3 дерево. года, и все равно пахнет деревом, и очень свежо. Летом не бывает жарко. Не бывает прям вот жарко, хотя у нас нет кондиционеров. И зимой мы не мерзнем, хотя вот отопление мы не топим прям сильно. Скажи, пожалуйста, какие особенности создания архитектурных проектов по комбинированной технологии? Что вообще надо учесть? Так как мы строим и проектируем из паратерма, то первое, что нужно сделать, это план и фасад сделать кратно этим блоком, потому что они достаточно крупноформатные, и нежелательно, чтобы они распиливались. И это мы говорим про первый этаж, а если мы говорим про второй этаж, то просто соблюсти технологию сборки клееного бруса. Ну, в частности, мы делаем через выпуски бруса в углах. Я слышал, у нас как минимум с одним заказчиком была проблема. То, что сделали по осям, клееный брус положили примерно на ось стены паратерм, исходя из идеальной, так скажем, нагрузки. А в итоге, когда делали паратерм, второй этаж казалось, что очень маленький. Как сейчас мы выходим из этой ситуации? Вообще, как рекомендуется делать? Можно смещать брус относительно плоскости паратерма, но при этом обязательно нужно сделать отлив для того, чтобы не затекала вода. Вот. Но некоторым клиентам просто это не нравится, как выглядит, поэтому можно делать заподлицо с паратермом.
Или с отделочным материалом? Или с отделочным материалом. Сейчас у нас во всех проектах по комбинированной технологии выведен внешний край фундамента, внешний край паратерма и внешний край бруса по одной линии. То есть никаких ступенек не получается. В данный момент мы проводим обучающий семинар в компании Goodwood для сотрудников, работающих с клиентами. В данном семинаре мы покажем то, как работают с керамическим блоком, что он из себя представляет и каковы преимущества данной продукции по сравнению с остальными конкурентами. Первое, с чего всегда начинается работа, это разметка площадки и приготовление раствора. Необходимо подождать некоторое время после затворения первого и размешать этот раствор повторно через минут 5. Только после этого химические добавки, пластификаторы будут работать на все 100% в этом растворе. Первый ряд мы выкладываем без раствора, я имею в виду на основании, и, соответственно, вертикальные швы не заполняются раствором. Единственное исключение – это швы, не соединенные по загребневым соединениям. Вот в данном случае сейчас при заведении угла необходимо будет вертикальный шов заполнить раствором, потому что по загребневым соединению есть только с одной стороны, с другой стороны блок ровный. Теплотехника этого кирпича настолько высока по сравнению с простым кирпичом, что заменить его уже без утеплителя простым кирпичом невозможно. Например, толщину. Кладка стены, соответствующая вот этому блоку из стандартного двойного камня, должна составлять минимум метр. Это слайдер, специально разработанный для нанесения экономии раствора. Преимущество его в том, что в процессе нанесения раствора мастер гарантированно наносит ровно столько раствора на стену, сколько необходимо для достижения нужной толщины шва в итоге. Он не будет наносить его, как обычно это бывает, с запасом. Блок вставал на основание, киянкой мастер выравнивал его до проектного основания, но при этом весь раствор уходил в растворные швы. Это большая потеря самого раствора. В отличие от облицовочного кирпича, где можно собрать раствор, выходящий из него, здесь все уходит в пустоты. При использовании подобного слайдера это не происходит. С нами на встрече Шагин Сергей, генеральный директор «Софстрой». Сергей, здрасте. День добрый. Спасибо, что приехали, спасибо, что привезли коллег, которые показали, как правильно собирается ваш волшебный материал. Скажите, пожалуйста, чем занимается ваша компания, что вас сюда привело? Компания занимается комплектацией строительных объектов стеновыми и кровельными материалами. Привело нас давнишнее плодотворное сотрудничество с компанией Goodwood. Каждый наш приезд является полезным для вашей компании. Люди впитывают как губка всю полезную информацию. И это, пожалуй, единственная компания, одна из немногих, которая реально так ответственно относится ко всем технологиям, новым продуктам и инновациям в строительном бизнесе. Когда мы начинали комбинированные дома строить, мы же не умели делать кирпичные дома на тот момент. И это была новая для нас технология. И для нас важно было найти тот кирпич и такого поставщика, который гарантированно, мало того, что научит наших людей правильно, идеально это все выполнять, плюс еще лишний раз проконтролирует качество, чтобы мы не ошиблись, потому что было бы очень рискованно новый материал для себя освоить и кучу косяков сделать. И вот вы тогда уже, как понимаю, с тех времен вместе с нами сотрудничаете. Ну, действительно, есть большое количество примеров, когда, используя современный материал, тот или иной подрядчик или компания, нарушая технологию, не может раскрыть все преимущества этого материала и обычно пеняют именно на материал. В случае с Goodwood мы с каждым годом удивляемся все больше и больше тому, насколько трепетно и тщательно подходит в этой компании к всем нововведениям и качеству. Более того, скажу, и у нас, и у компании-производителя Виннибергер, благодаря вам, появляются и новые продукты, и нововведения. Например, вот
новая упаковка теплой смеси Паратерм Термо только благодаря компании Goodwood получила реальную нормальную упаковку с указанием, что это зимняя смесь. До этого там был какой-то штампик в виде печати, который был неинформативен и абсолютно неадекватно воспринимался заказчиками на объекте. Во многих компаниях самое главное – это низкая цена. Я даже запретил на уровне наших установок работать с компаниями, которые дают самую низкую цену. Как только цена самая низкая, сразу идет либо самое низкое качество, либо невозможно говорить о каком-то дополнительном сервисе. И материал не самый дешевый, и мы, безусловно, на этом зарабатываем, потому что если бы это было не так, мы действительно не способны были бы предоставить, во-первых, сервис и максимально качественный, отвечающий всем требованиям материалы. Я, конечно, понимаю, с тобой сложно говорить про деньги, потому что ты как профессионал, у тебя там свои бригады, где-то связи с материалами, все. Но, тем не менее, ты же можешь прикинуть примерно, если человек будет строить там в Гудвуде, потом доделывать, базовая цена там 4-5 миллионов, там что-то входит, ну, понятно, венцы, все, там еще плюс миллион. Сколько потом в итоге? Еще надо где-то миллионов 5 истратить, вот, чтобы, имеется в виду, все довести. Ну, вообще зависит от отделки. Конечно. То есть это можно подешевле, можно, ну, побюджетнее, можно подороже. Ну, где-то миллионов 10, от 10, чтобы ну, построить. На все, да? На все, да. Это стеновой комплект, теплый контур и отделка. Условно мы можем взять диапазон 10-15 миллионов. Ну, да, да. Должно все Но вхватить. 15 это уже прям, наверное... Премиум класс. Это уже, да, премиум класс. Так, 10 миллионов. То есть это будет, ну, вот примерно вот так. Ни в коем случае мы ничего не хотим навязывать. Да, то есть мы, пожалуйста, мы умеем строить кирпичные дома, деревянные дома мы тоже умеем делать. Пожалуйста, выбирайте. Цена одинаковая, как правило, за квадратный метр. Да или нет? Елена, это ваша тема. Там вложения просто распределяются по-разному по этапам. Так как в деревянном доме отделка внешняя и внутренняя по большей части уже входит в само строительство, то первоначальные вложения больше, а по итогу они выравниваются, если сравнивать с каменным. Да, то есть в итоге все мы получим одно и то же. Деревянный дом, он тоже там требует немножко довложений в плане покраски и внешней, и внутренней, но в камне, конечно, больше. Во-первых, некоторые его утепляют. А ты утеплял сам дом? Вот у тебя Паратерм какой? Да, 38-й. 38-й? И утепление. Обычный, да? Да. И снаружи ты его Пятерку. утеплял? А дальше фасад я не заметил. А у тебя. фасад караед. Ну, это декоративная штукатурочка. То есть она там буквально 5 миллиметров идет. Ну там сетка, да, и штукатурка. Сначала идет церезит, потом сетка, церезит, и уже фасадная вот эта декоративная штукатурка идет. Производители, они не советуют утеплять Паратерм. Правильно? Мы Ну, утеплили не то, что его не уже, совет- да. не то, что не Ну, как советуют, бы не они говорят, что... не достаточно, Да, не не обязательно. обязательно, Да, не да, обязательно. да. Вот тот блок, из которого сделан наш комбинированный дом, это 38-й термо Паратерм. Он не требует утепления при строительстве в нашем климате. Дом мы можем отапливать только теплым полом. Не обязательно включать радиаторы. Включаешь теплый пол, и дом нагревается в течение нескольких часов, да, и второй этаж, соответственно, все поднимается тепло наверх. Ты уже живешь 3 года в этом доме. Расскажи, пожалуйста, сколько тебе обходится отопление? В зимнее время мы тратим порядка 10 тысяч рублей. Опять же, у нас дорогое электричество. То есть у нас сейчас будет зарегистрирован дом и получен деревенский тариф. Планирую выйти в зимний период на 6-7 тысяч рублей. То есть если брать годовое, то это пускай 5 тысяч рублей будет. Потому что летом, собственно, не тратится отопление, так как бойлер, горячая вода. Подожди, я правильно понимаю, что ты 10 тысяч тратишь всего на электричество? Всего на электричество, да, это отопление. Ну, а большая часть это отопление, потому что лампочки, они там ничего не потребляют. Да, но плюс бойлер, я думаю, 1000, если у вас тем более пускай, ребенок, да, вы же его... да, купаем, каждый день. День. Поэтому, скорее всего, где-нибудь 1000 уходит. Ну, Летом ты помнишь? Ну, летом где-то счет 1500. Вот, 1,5 летом, да. 10 зимой, то есть условно Да. мы можем считать, что в холодный месяц мы тратим 7,5. Ну да, 7,5-8 тысяч рублей. Да, Это, а дойдет где-то тысяч до 5, до 6. ну, до 6. И ты, возможно, когда-то думал подключить Думал. газ. Да, и сразу заложил газовый котел, Да, чтобы потом... и сколько стоит газ подключить в вашем поселке? 500 тысяч рублей, да, заплатить, и еще это все И будет окупится окупать. он, получается, лет за... Плюс сколько? сделать еще вентиляцию, там, и так далее, наверное, даже и побольше. Да, то есть Ну это да, еще еще 500, надо. да, то есть 500 плюс 600. еще, 600, 100, Да. где-то 600 тысяч рублей. И в лучшем случае ты 1050 будешь экономить. Ну, в лучшем случае, сколько? За газ тоже нужно платить. Ну, да, он кстати, тоже, он тоже денег стоит, поэтому, в принципе, может быть, и не будет смысла. Все говорят, что газ будет дорожать, и дорожать он будет для всех, кто и давно подключился, и кто недавно.
А чем дороже будет становиться газ, тем его легче будет подключить. И, скорее всего, может быть, через 2-3 года, когда он станет дорогой, подключение сделают бесплатно. Возможно, и да, получается, да. ты тогда и выгоднее станет, ну, реально, разница между электричеством и газом. Или, может, менее выгодно, я не знаю. Но зато сделать бесплатное подключение. Поэтому, мне кажется, с этим не торопиться, потому что это какой-то варварский тариф 400 тысяч. Ну, это дорого, да, это дорого. Ну, у нас все клиенты подключают газ в основном, но просто это какой-то мега-разводка на уровне всей страны. Ну, просто вот реально недорого, потому что у нас друзья в каркасных домах, ну, они как энергоэффективные живут, ну, там по 4 тысячи рублей платят, то есть, а мы, ну, площадью, там, условно говоря, 200 квадратных метров, там, тратим 10 тысяч рублей, я считаю, что это нормально. А скажи, пожалуйста, как у вас с вентиляцией? Ну, такая вот принудительная. А как вы открываете окна там? Открываем, да, ставим, ну, на проветривание. То есть, Да, то есть теоретически можно было бы еще сэкономить, да, когда... Ну да, Если бы- если там какая-нибудь рекуперация, да, имеется в виду? Ага, Или да, что? да. Ну, да, Я да, имею в виду, можно, если- да, если вентиляция Потому хорошая. что окна все-таки... Ну, они забирают, да, тепло забирают, конечно. Как тебе загородная жизнь? Добавилась новая обязанность чистить Да, снег. чистить снег, косить газон, стричь туи. Но чистить снег, мне кажется, это же полезно. Потому Полезно, да, вот я с мне 6 утра приходится сегодня. выдумывать какие-то отжимания Ну себе. да. То есть ты делаешь какую-то искусственную нагрузку, Да, да, хотя возьми лопату и почисти снег. Да, И все правильно. размял все мышцы, да, продышался, воздух. Ну и пораньше встал. И чтобы, пораньше да, встал. чтобы успеть. Я увидел тут у соседа у твоего, конечно, нехорошо на соседей смотреть, из протерма. Из протерма, Это да. все-таки материал не очень такой распространенный, на самом деле. Для нас он распространенный, потому что мы-то уже давно из него строим. А в целом, наверняка как-то неспроста, что это твой сосед. и Нет, протерм. неспроста. Он изначально хотел сделать из, не помню, арболитовых блоков, вот, но мы его отговорили. Он у нас в гостях постоянно находится, и ему очень понравился протерм, и он, собственно, выбрал этот материал. Вот, и нисколько не пожалел. А это дом или гараж? Нет, это что ли? гараж. У него в гараже котельные для дома, для бани. То есть вся он там, да, вся техническая часть, да. Дом он планирует, ну, такой же, только вот чуть-чуть, наверное, КД 157. Ну пусть обращается, брус, Да, сделаем ему. обязательно. Надежда, скажи, пожалуйста, в нашей линейке есть какие базовые КД-проекты от и до квадратных метров? От 157 метров и до 318 это у нас типовые проекты, но мы также делали индивидуальные комбинированные дома более 500 метров. Плюсы в кучу, какие минусы? Какие недостатки, на твой взгляд, вот в вашем доме или даже в проекте? Когда мы живем, уже хотелось бы добавить какие-то моменты, которые мы изначально не учли. Вот и расскажи про них, потому что это же очень интересно. Обязательно нужно добавить окно на лестничную площадку. Вот где лестничный пролет, можно добавить какое-то даже большое окно. Мансардное. ты имеешь в виду? Мансардное, да. Мансардное, да, большое Ну и окно. в стену, кстати, теоретически можно. И в стену тоже можно. То Ну, есть мне что-то вот, кажется, смысл. ну какой-то, ну почему? Там будет свет, Возможно. потому что... Кстати, кто-то из заказчиков делал, даже поднимал дом в Бакеево, я помню, видел. Вот он выше чуть, ну, из-за венцов, из-за того, что сразу он венцы. И там окна вырезал, как раз вот в этой части лестницы. Так, то есть окно на Окно лестнице обязательно. очень советуешь. Хорошо. Да. Проект позволяет устанавливать дополнительные мансардные окна в любых помещениях. Чем света больше, в общем-то, тем комфортнее и более позитивное настроение. Ну, давай более вот глубоко еще. Монолитное перекрытие все-таки между первым и вторым этажом. У нас деревянные. Да, мы сделали Вот, деревянное, к сожалению. я бы, конечно, рекомендовал сделать плиты перекрытия или залить. Или залить Да. стяжку. Мы вот разговариваем, да, ребенок Ну, и гости спит на втором приезжают, этаже, да, он допустим, слышит нас. Как Ну, мы это не разговариваем. сильно прям так слышно, конечно. Ну, слышимость есть. Есть, А, слышно. слышно. Ну, Да. есть, конечно, есть все-таки Мы считаем, что... вот Именно из-за звуковая перекрытия. слышимость или вот ударная, когда кто-то ходит? ударные. Ударная, да. То есть перекрытие советуешь всем? Да. Монолитное, совет. там, Ну, хорошее. монолитное, либо Тем плиты более здесь перекрытия. есть шанс, раз Да. у нас первый этаж каменный, да, Да. мы можем спокойно заливать. Спокойно, да, заливать, либо положить Да, плиты. а в деревянном мы делаем стяжку.
комнату мы убрали одну на втором этаже, поэтому 3 спален нам вполне достаточно. Мы Потому что есть еще хотели, кабинет, и его тоже можно в комнату. да, также. хотели очень большую ванну сделать на втором этаже. За счет этого мы убрали одну спальню. И у нас получилась большая ванная комната и гардеробная комната. То есть 3 спальни идеально. Наша, детская и 1 гостевая. На первом этаже у нас кабинет. А вот у меня вопрос такой интимный, можно сказать. Вот в ванне много всяких баночек, значит, шампунчиков, я не знаю, как это все называется, ну, пластиковых сосудов, так называем, всяких, да? Вот я правильно понимаю, примерно половина твоих и половина Антона? Ну, как половина. Наверное, все твое. Ну да. А где твои баночки вообще стоят? Конечно, хотели бы добавить еще настоящий камин вот в гостиную комнату, потому что супруг испугался. Ты Ну, как скептически отнесся к этому Да, камину. да. Ну, как страшновато. всё. дымоход, плиту заливать, давай Не то, сделаем. что Либо там биокамин, огонь. либо... Не, ну ты прав. Горят, как мы знаем, что каменные, что деревянные одинаково Одинаково. примерно. Статистика пожара показывает то, что основное это сигарета, электропроводка и камин, вот эти все проходы дымоходов через кровлю. То есть это действительно вещь опасная. Но сейчас же есть, ты знаешь, все эти современные шедель там или как они Есть, да, называются. ну вот как-то Они замороченные жутко там Ну, безопасностью всякой, да, да. со 100 степенями. Но если бы камин, вы, наверное, здесь. Да, бы вот, Здесь именно бы сделали, так, да, да, да. Мы вот искусственно туда, да? Мы клали? хотели, да, вот В как бы дверку строить эту. искусственный. То есть теоретически не поздно. Конечно, Ну, конечно, камин это сложная история, Сложная да. история, грязь. У нас есть камин на втором этаже, но вот такой электрический, в спальне нашей комнате. Смотрится здорово. Что еще? Еще, ну, может быть, второй свет. Это была моя мечта вообще. Но опять муж был Вот, против. кстати, вот в этом месте как раз. Там у нас вообще комната Вообще не супруг осталась. был против Ну да, введения всех. это я думаю, что для 225-го Да, да. маловато. То Пришлось есть, бы убрать еще одну да, спальню. если да. бы метров 300, да, уже там тогда Да, можно лучше тогда. получается. Да. То есть второй свет, наверное, можно посоветовать метров с 300. Ну, вот потому что иначе просто- 318 вот. Да, иначе жалко Там просто... уже красиво, да. Иначе Ну, жалко пространство, площадь, да, ну, использовать все-таки. В первую очередь же для жилья, потом уже красота. Ну, вот поэтому у нас и возникали споры изначально, какой дом построить. Мне хотелось второй свет, много окон. Да, мне попроще да, как. попроще что-нибудь, да, квадратные прямые стены. стены, Функциональнее, вот да, как пофункциональнее, да. да. Чтобы минимум рекламации, изломов там, чтобы без всяких. не заморачиваться насчет того, что здесь что-то отвалилось, какие-то сложные кровли, окна, какие-то точки холода дополнительные. То есть Были какие-то ситуации там? Ну, да, вот один плинтус вот там отскочил чуть-чуть вон за бутылочкой. Ну и все. Просто руки не доходят доделать. Так вот не упомню, ничего у чтобы нас что-то не было. такого. Ну, с отоплением, то есть хорошо работает? Да, ничего не было. Ну электрический котел, он Да, более-менее ну надежный. нет, его с ним были проблемы небольшие, но это вопрос был там, Перебой с электричеством был, час, да, нет, и именно поэтому- котла. Чуть-чуть он там, видимо, брак был Заглючил? какой-то. Заглючил, да, давление упало. Ну, час все его починили. А у тебя вода или тосол? Антифриз. Антифриз, да? Да. Мгм. Бойлер у тебя обычный электрический отдельный, да? Да. Сколько мощность у тебя киловатт? На участок выделено 15 киловатт, котел 9 киловатт. Ну, в принципе, вам хватает. Ну, да? он стоит на 2, на 3 киловаттах Ну, постоянно. весь день 2-3, когда мы включаем теплый пол, Он там поднимется, он 8-9 нагреет вот так. отопление до 9, и потом упадет до 3 киловатт, и все, и 3 держится. Ну, понятно. 2 киловатта, иногда 0 там падает, в зависимости от погоды на улице. А он показывает, сколько... Он Да. сам там переключается? Он сам переключается. То есть, если на улице, допустим, холодно, то он, соответственно, он чуть-чуть поддаст. Нагреет до определенной температуры и опять упадет. Ну, понятно, да. То есть, это- когда минус 30, может он и на всю мощность Да, выйдет. да. Сколько примерно, если это не секрет, мы у вас, во-первых, покупаем, я сам не знаю, потому что мне это самому интересно. Обычно блок рассчитывается в условных единицах NF. NF — это нормальный формат, то есть это размер стандартного кирпича 250 на 120 на 65. Каждый блок имеет определенное количество кирпича в своем объеме. Ну, условно, это 10 кирпичей, Условно, да, наверное, вот 38-й имеет 11, Один, я просто 12, с виду, 12,3 ага. кирпича. Соответственно, в компании Goodwood в 2017 году приобрела для строительства своих домов порядка 4 миллионов НФ кирпича. Это очень большой, существенный объем, на самом деле, особенно учитывая, что это объем не какого-то микрорайона там, или огромного проекта, находящегося в одном месте, а это раскиданные по всей, там, ну, назовем это почти России, Ну, частные понятно, в основном домостроения. Московская Да. область, ну, половина Это там. огромный объем для частного домостроения, на самом деле, и я уверен, что вы будете только прирастать в этом объеме, потому что подход
настолько перспективен, что конкуренция в этом случае даже отсутствует полностью, с моей точки зрения. Да, и при этом, кстати, здесь уже хочу похвастаться. Вы, наверное, понимаете, что кирпич — это не основной наш материал. Я боюсь предположить, сколько тут дерева Да, продается. сколько тут дерева. Там тоже какие-то НФ, наверное, есть, условные стволы, да. В кирпичном рынке, могу так сказать, сложнее. Почему? Потому что, что касается рынка деревянного домостроения, нас уже признали как лидеров. И самое главное, что не может никакой шабашник работать с клееным брусом, потому что заказчик ему не позволит. Антон, скажи, пожалуйста, ну, стройка, понятно, это твоя тема, скажем так, Мужская. основная, мужская. Кто придумал цвета, дизайн, вот это все? Вы как-то к дизайнеру обращались или как? Давай я расскажу. Расскажи. Дело в том, что уже на финальном этапе строительства, когда мы подняли уже коробку и начали делать отделку, бюджет иссяк. Вот, и мы начали искать, на чем сэкономить. И решили сэкономить на дизайнерских услугах, о чем мы сейчас жалеем, конечно. Не могу сказать, что у нас получилось как-то неуютно или некрасиво. То есть нам, в принципе, все нравится, и гости, которые приходят, тоже довольны, что хорошо получилось. Вот. Но сейчас бы мы воспользовались услугами дизайнера, потому что, может быть, не хватает какой-то изюминки. Мы хотели, чтобы первый этаж был квартирный, а второй этаж был спальный в стиле шале. Вот. Поэтому мы взяли картинку с интернета, да. Но еще есть нюанс. Это как проект, собственно. Вот, ну, выдали настройку проекта, и рабочие по нему делают, Да. собственно, собирают. Также и дизайн. Когда ты не знаешь, как тут сделать, то есть возникает много переделок, потому что ты думаешь, что это получится так, а по факту это получается не так. И также затрачиваются лишние деньги. А мы Поэтому- всем занимались сами. Там от каждой досточки, Ну да. штукатурки, плинтус мы покупали все сами, ездили, искали. То есть Да, и не было понимания, что тут будет. То есть все как Как бы в итоге вот всё на получится. бегу, да. Поэтому однозначно дизайн проекта и касаемо, что отделки, ландшафтного дизайна, то есть это однозначно. Ну да, то есть действительно, как пример, Не вот те деньги. установка розеток, да, вроде Да. инженерку надо делать до отделки, ну так, строительный процесс устроен. То есть ты должен все розетки, все провода, все выключатели, все батареи заложить до отделки. А для этого надо понимать, где у тебя шкаф, где у тебя кровать, где что. И потом ты делаешь розетки в одном месте, начинаешь придумывать дизайн, понимаешь, что у тебя кухня там не поместилась, надо развернуть, и розетка уже не там, и вот все такое. Ну, собственно, так и было. этим обязательно нужно У пользоваться вас этими услугами. частично, да. Ну вот, мы понимаем, ну, что это, наверное, дорого, может быть, иногда надо самим подумать, порисовать. Но да, это то не есть. так дорого, как по сравнению, как да, необходимо. качество Да. строительства. Потом оценить вот это вот качество полученного уже можно только вот воспользовавшись услугами, дизайнер, сделав проект, электрики, инженерки, всего, да, всего. на всё Лучше нужен все проект. планировать заранее и делать Ну, вот это все наша схемы. ошибка, как бы такая изначально единственная, да? Ну, да. Ну, вот. Ну, в принципе, ну, Но она не страшно, фатальная? да. Нет, Да. она не фатальная, но она была. Так, ну то есть фактически вы придумали все сами, но Да. где-то вы советовались, где-то картинки смотрели, да, в Нет, у интернете? нас ванна. Ванную с комнату на дизайнерами втором сделана, этаже втором нам этаже, сделали да. дизайнеры, И да. спальня наша. Спальню, и да, гардеробная. тоже нам подсказывали, И гардероб. да. То есть 3 помещения у нас, да, То есть у вас, но это уже потом было, когда мы как бы тут Дизайнерские. ошиблись, получается. да. И вы ощущаете, что они какие-то более гармонично получились? Конечно, на втором этаже есть своя изюминка вот этого дома шале, там и камин, и шторы в клетку, и даже лампа с оленями рогами, то есть То есть у вас оно более стильно, да, получилось? более стильно, да. Ну и по-шалевски такое. По-шалевски. По-шалевски. Ну да, то есть вы, получается, у вас два стиля в одном да, доме, да. вы можете и там, и там. Кстати, да, мы не жалеем, что здесь современный стиль, а там стиль шале. Деревенский Это такой, очень да. удобно, да. Ты как будто сейчас ты в городе, а потом поднимаешься, и ты уже спишь Тем более в горах. Это стало возможно именно благодаря комбинированной технологии. Я еще раз повторю фразу, что я не понимаю, почему люди, кто-то делает только деревянные дома, кто-то только кирпичные. Еще первых я могу понять, это суперфанаты экологии, там есть свои тонкости, да, в обслуживании дерева, даже в покраске, во всем. Но чисто кирпичный дом, это я вообще не понимаю. Вот тот
блок, который сейчас используется, на самом деле это новинка 2017 года, специально разработанный Винербергером в этом году как альтернатива 44-му блоку. Блок размером соответствует 38-му, то 16 на 38, а по теплотехнике он равен 44-му блоку. Позволяет экономить и на работах, и на площади внутренней дома, и сам по себе на метр квадратный он выходит дешевле. Геометрия по плоскости хромает, и приходится потом раствором компенсировать. Это керамика. При обжиге она деформируется в любом случае. Есть определенные допуски, которые прописаны в ГОСТе. В отличие от многих других производителей, Винербергер принимает и выпускает кирпич своего производства, проверяя его по повышенным требованиям. И нормы ОТК Винербергера выше, чем ГОСТа. Поэтому геометрия этого блока, она не идеальна, безусловно, но это допустимо ГОСТом, и в любом случае его геометрия лучше, чем любого другого блока конкурентов. Растворный шов толщиной 10-12 см позволяет эти все нюансы нивелировать. Если проект разработан кратно размеру кирпича, то любой проект, разработанный подобным образом, можно выполнить из паратерма, потому что паратерм кратен кирпичу. Да. Если, наоборот, проект не разработан под кирпич, тогда возникают доборы и резные части. Да. Так вот, требования производителя к производству работ следующее. Все, что толще 6 сантиметров, заполняется пиленным добором из блока. Все, что меньше 6 сантиметров, вертикальные швы имеются в виду, заполняются теплым раствором. То есть, другими словами, теплым раствором можно заполнить зазор не более 6 сантиметров. Для сохранения, скажем так, преимуществ этого блока в плане паропроницаемости необходимо использовать на фасаде только паропроницаемые материалы. Как уже говорилось, каждый слой последующий на фасаде должен иметь выше паропроницаемость, чем предыдущий. С этой целью можно использовать либо традиционные штукатурки, лучше даже, чтобы они были известково-цементными или известковыми, имеющими более высокие паропроницаемые свойства, и, соответственно, впоследствии какие-то силиконовые или силикатно-силиконовые штукатурки, имеющие высокую паропроницаемость. Либо, как в данном случае планируется делать, облицовывать фасад керамикой, имеющей схожие свойства паропроницаемости. А это либо традиционная керамика отечественная простая, либо ручная формовка, которая имеет еще больше паропроницаемость, показатель паропроницаемости, который здесь позволит максимально эффективно использовать свойства и блока. Не ухудшает эти свойства использование клинкерной продукции. Клинкерный кирпич тоже вполне достойный применения на фасаде. Единственное условие — обязательно нужно сохранять вентиляционный зазор между блоком и клинкерным кирпичом. Клинкерный кирпич — это материал, имеющий очень низкую паропроницаемость и являющийся паробарьером в этой системе. Здесь кирпич, он конкурирует с обычным кирпичом, к сожалению, да? Конкурировать приходится. Но мы обязательно, думаю, что потихоньку кирпичный рынок тоже захватим. Материал лично мне очень нравится. Он действительно теплый, однослойный, так скажем, более понятный, легче проверить качество, в отличие от кирпича, у которого там 10 слоев, куча скрытых работ и куча нюансов. Блок не является конкурентом кирпичу. Их свойства абсолютно несравнимы. Да, конечно. Да, это один и тот же материал, это керамика. Да, это очень экологичный материал, испытанный веками, много лет люди выбирают именно керамику. Но блок по своей техническим характеристикам в первую очередь отличается от стандартного кирпича кардинально. Радикально. Поэтому, с моей точки зрения, блок не является конкурентом кирпичу. Стоимость пользования того или иного продукта всегда должна учитываться при строительстве и при строительстве в том числе. Эксплуатация любого штукатурного фасада, особенно системы утепления, требует значительных затрат в процессе использования этого дома. Керамический блок, особенно с облицовкой кирпичом, не требует затрат вообще никаких. Тут есть еще один момент, то есть еще один конкурент. Это блок газосиликатный, который по теплотехнике сравним с керамикой. Но при этом последняя тенденция последних нескольких лет — это повышение культуры потребления и культуры строительного производства. Все больше и больше людей обращают внимание на, пусть более дорогой, но незначительно и не всегда, но более качественный экологичный материал. Я с вами согласен. Я не понимаю, как можно купить газосиликатный блок или там пеноблок или газоблок, если есть вот этот материал. Это обычный глиняный горшок. Состав этого блока только керамика. Да, здесь взяли глину, обожгли,
и вот он получился. Газосиликат, это понятно, это бетон, это жуткая... Известь, алюминиевая крошка. Да, будет очень сухой воздух. Плюс сам производитель пишет, что 25 там, или 30-40 циклов заморозки-разморозки. Да? То есть он сам говорит о том, что через 40 лет ваш дом начнет разваливаться. Я не понимаю, зачем. Давайте, может быть, дело в цене, давайте сравним цену. Примерная стоимость керамического блока, ну, традиционного, там, 44-го или 38-го терма, составляет где-то 110 рублей. 110. Сейчас на данный момент 110. Есть дешевле производители, но они более низкого качества. В кубе их 40 штук. Соответственно, получаем мы 4400 за метр кубический керамики. Газосиликат, опять-таки, в зависимости от производителя, но если мы рассматриваем Винербергер блок премиум класса самого высокого качества, то и рассматривать газосиликат надо дорогой. Будет стоить как минимум там 3,5-3,700 как минимум. Толщина стены теперь в керамике требуется точно такая же для достижения тех технических характеристик, соответствующих требованию СНИПа. Мы получаем разницу 500-600 рублей на кубе. В пересчете на метр квадратный это будет там 100 рублей на метр квадратный. Но это вообще ни о чем. Но при этом надо учитывать, что затраты дополнительные при строительстве газосиликата эту разницу не то что нивелируют, они сделают отрицательной. А до этого вы в квартире жили, да? Да. Как тебе вообще загородная жизнь? Не могу теперь даже в подъезд входить, честно скажу. А, то есть я прям захожу, и у меня прям апатия какая-то начинается. Ну, то есть вот эти стены зарисованные, там лифт, там где-то там собачка, еще что-то написано. То есть вот этот фильм наш, он прям в кассу, да? Да, он прям в кассу. В том году мы отключали свет тут на долгое время из-за ледяного дождя, и мы на пару дней выезжали вот в квартиру. Вообще другие ощущения, то есть и не привыкнуть уже обратно. Понятно, все, это уже... Это уже прям навсегда. Ну, не хочется. Конечно, нужна квартира, все-таки там ребенок растет, ну, как-то будем думать, но вот переезжать потом в перспективе, конечно, не хочется. У вас тут идеальная более-менее в принципе, локация. транспортная доступность. Вы за там 20-30 20 минут в Москве. МКАДа. Да, так и есть. Я бы хотела Да. еще добавить Давай. про фасадные решения комбинированных домов. Они на самом деле могут быть совершенно разными и необычными за счет как раз первого каменного этажа. Если говорить про наш типовой дом КД-225, то мы вот как раз для акции подготовили несколько вариантов фасадов, а именно это классический стиль, шале, фахверк даже, современный стиль и минимализм. Какие бывают материалы? Штукатурка, деревянная отделка и каменная отделка. Каменная отделка, она может в разных материалах быть представлена. Ну, например, облицовочный кирпич. Могут быть фиброцементные панели, может быть облицовочный кирпич. И причем комбинация всего этого на одном фасаде. После того, как мы в 2012 году вывели этот проект на главную страницу нашего сайта, сначала, как обычно, начали с акции, мы, мне кажется, очень сильно эту тему раскачали, по крайней мере, в Московской области. И сейчас у всех практически, во всех компаниях, у всех в каталогах появились комбинированные дома. И вообще слово «комбинированный дом» почти не употреблялось. Желаю вам и дальше таких прорывных решений, которые потом будут постоянно всеми перениматься. У компании Wienerberger, наверное, несколько компаний, дилеров или дистрибьюторов. Как вы себя оцениваете? Мы занимаем третье место по объему продаж. При этом в розничном сегменте именно по паратерму мы занимаем первое место. Ваша компания популяризирует этот блок в большей степени в массы, и ценность такого продвижения, она максимальна. Ну, мы будем и дальше популяризировать, будем очень стараться выполнять все максимально по технологии, что действительно важно. Кроме того, у нас тут, слышали, наверное, блогер строится известный Дмитрий Портнягин, и он тоже будет строить из керамического блока первый этаж, поэтому будем максимально сами тоже популяризировать материал, строить дома качественно, с вашей помощью, потому что мы призываем вас не только говорить, какие мы молодцы, как все хорошо делаем, а наоборот искать недостатки, да, где-то нас корректировать, периодически выезжать на технадзор,
проверять. Мы активизировались в этом направлении и совместно с производителем выезжаем на объект, на все ваши объекты и проверяем кладку, Да, очень принимая хорошо, их. потому что здесь по надо качеству. именно, чтобы все не расслаблялись, потому что как только рабочим, бригадам скажешь, ребята, вы молодцы, вы боги, то завтра пойдет плохое качество. Или, не дай бог, они отметят эту новость. То есть мы должны постоянно... Золотая середина должна быть. Нельзя только критиковать. Хвалить его тоже надо. Конечно. Надо постоянно, чтобы они чувствовали контроль и с вашей стороны тоже. Желаю вам успехов в этом нелегком деле. Спасибо большое. Взаимных Спасибо. успехов. But I wasn't grown up in mind. 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 Oh, Вы, как семейная пара, в каком-то смысле пережили такой глобальный этап в своей жизни. Вы пережили стройку и теперь счастливо живете в своем доме. Нас очень много смотрят молодых пар, может быть и не очень молодых, которые только начинают этот путь. Можете вы им что-то посоветовать? Посоветовать больше даже пожелать, скажу так, да. Пожелать терпения, пожелать... Да, не ругайтесь, все получится. Да, даже если До трудности... развода не дойдет. Если трудности возникают на начальных этапах, то в итоге обязательно все получится. Надо пользоваться услугами профессионалов, потому что сейчас на рынке очень много услуг, начиная от проектов, дизайны, проекты электрики, сантехники и ландшафтный дизайн. Пользоваться нужно обязательно всем. И живите дружно и счастливо, рожайте детей, любите друг друга. Да, Стройте дома в год. Я добавлю, что бюджет иногда кончается на середине. Бывает и такое, да? Потом начинаем экономить, но потом в итоге все равно уже, когда коробка стоит, все-таки где-то что-то можно там частями, можно Потому в одной что закончить уже нельзя. Да, можно только продолжать. прерывать. Да. Какие-то комнаты отделать, в каких-то жить, какие-то оставить на потом. Там, наверняка у вас тоже такое было постепенно, да? Но у тебя уже дом уже есть, уже он надолго. И... Мы заехали в дом, когда еще у нас не было даже воды, потому что нам так хотелось жить в загородном доме, и мы заехали, у нас был только первый этаж, и нам очень хотелось здесь жить, и потихонечку жили, строили, и все получилось. Так что вам большое спасибо. Желаю вам успехов творческих и рабочих. Не останавливайтесь на количестве детей. Дойдите хотя бы до объема Александра Сергеевича, количестве 3. Сложно. Это сложно, но мы будем стараться, да. Большое спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Вы заметили, что поставщик кирпичей, керамических блоков точнее, сказал нам, что керамические блоки стоят практически столько же, сколько стоит газосиликат. Я когда общался с Сергеем Петрушей, ведущим канала «Стройхлам», он сказал, что цена несопоставимо ниже. Поэтому я решил, они еще не знают об этом, устроить баттл между ними. То есть мы все сделаем красиво, мы их пригласим в одно помещение, секунданты, фанаты керамических блоков и фанаты газосиликата, и устроим баттл, и посмотрим все-таки, какой материал лучше. Мое отношение на текущий момент, все-таки мне почему-то керамические блоки нравятся намного больше. Но, возможно, я ошибаюсь. Поэтому, если я сам на этом баттле что-то новое узнаю, может быть, мы будем иногда строить из газосиликата. Почему нет? Поэтому, чтобы все это не пропустить, нажимайте на колокольчик. Иначе вы просто не узнаете о новых выпусках. Спасибо.